Они любят выпить. Чтобы вклиниться в это общество, туда-сюда, конечно, приходится много любит веселиться на тачке, мускулист. Приветствую вас на моем канале. Подписывайтесь заранее, ставьте колокольчики, пишите комментарии и смотрите видео. Хотела сказать важную поправку, что у меня базовый итальянский, я большую часть описания не понимаю. Переводить, может быть, потом буду, а может быть, не буду, потому что будет даже веселее, если я буду просто вот понимать, как я понимаю, читать, как я читаю. И имеем, как имеем. Мальчик Томми, ему 30 лет. Зацените, кстати, как я классно смотрю с планшета. Такая вот. Я сегодня давай поженимся. Томми, Аперты. Не понимаю ни слова. Только что-то там. Power, возможно, сила. Ладно, ничего не поняла. Но, блин, как же они любят выпить. Я сюда приехала, я не пила до этого несколько лет, ну, почти не пила, там, может, раз в год пила. Я не пила вообще. И я, когда была до этого в Италии, как туристка, я не пила. Ну, блин, в Италии сейчас я уже запила, наверное. Потому что, чтобы вклиниться в это общество, туда-сюда, конечно, приходится иногда это. Энрико Иглесиас. Так, фридайвинг. Не знаю, вот такие не цепляют. Вот все хорошо, но ничего не цепляет. Не знаю, тут просто сказать нечего, я не знаю. Тут просто без комментариев, я бы сказала так. Стример. С такими мы... Ладно. Стример, который живет возле меня еще. В моем городе. В одном со мной городе. Так, ну вот эти фотографии из кафе, с бухлом, с вечеринок, это вот лютая база, в принципе, мне кажется. Тут если... Вот я вначале искала парня, чтобы он не пил. Ну, блин, эти не пьющие итальянцы в Италии там, ну, это просто за гранью адекватности, за гранью возможностей даже. Поэтому... Ну, зато вон они спортивные, такие семейные, такие прикольные ребятки тут. В каком-то плане они вот тоже прикольные. Где откровенный фончик, который меня бесит? Хочу добавить перчинки. Хочу реально добавить перчинки. Что-то мы сегодня на адекватности. Это я поменяла локацию с моей квартиры, мы сегодня на адекватности, получается, Джонатанс. Что-то он тут то ли на португальском, то ли на испанском. Что вайб, что Сан-Пауло, я знала. Вайб бразильца, жесткий вайб бразильца. Ну где уж наш там что-нибудь поинтереснее, давайте. Вон, наш Марко. Блин, Марко, не люблю я это имя. Для меня Марко это как Никита. Тут он симпотно обрезал друга. Красавчик, 15 лет спортом. В команде собак он. Так, он говорит по-английски. No ghosting. Мне так нравится заявление no ghosting. А что ты сделал, чтобы тебя не загостили, хочется сказать? Вот эти опять же, давайте что-то вместе встретимся, типа, чем я тебя не видела, я тебя не знаю, там, что вот это. А уже вы что-то спрашиваете. Я такое не понимаю, я такое не одобряю. Говорю нет. Говорю сразу нет. Так, щуплые мальчики тоже, извините, нет. Шприц, что-то там. Сзади чисто Эрмитаж. Мальчик из Эрмитажа. Господи, он такой базовый. Такой базовый итальянец. В принципе, набор базового итальянца. Тачечка, фотка в ней, по крайней мере. Имя Джузеппе. Картины с бокальчиком. Колизечко. Вот наш набор. Шарфик. Повязать шарфик на итальянский манер. Да. Кстати, вот тут очень интересно с образованием, потому что вот некоторые указывают магистратуру, а некоторые указывают, что они не в магистратуре учились, а только закончили старшую школу. И это действительно так. Магистратуру здесь позволяют не так много людей, особенно парней, их еще меньше прям. На моем курсе, наверное, 2 итальянца, то есть, а в нашей группе человек там 60. То есть, вот процентное соотношение вот такое. И большинство из них идут работать, сразу напрямую работать, без всего. Они не хотят там учиться работать, рвать жопу, как я делаю, как многие тут, как многие у нас любят. Ё-моё, сейчас так села, я испугалась. Ладно. Хлопаем. Джузеппе. Джузеппе у нас база, просто база, базовый. Просто базовый, мальчик база. Так, Франческо, вот это все наши классические имена. Но я не согласна, кстати, что вот все итальянцы красивые. Самый главный подвох для меня это то, что они низкие. И низкие, я говорю, это даже не там 175. Низкие это они буквально 160 сантиметров. Я 160 сантиметров. И я как бы
Ну, у меня средний, наверное, женский рост, ну, типа, блин, 160 сантиметров парень для меня это за гранью адекватности, ну, ей-богу, нет. Так, полуголые фотки не надо мне так сразу. Я такое не одобряю. Я человек православный. Я не одобряю сразу вот такую вот залезание в трусы, нет. Мы против такого. Валерию. Есть Валера, а есть Валерию. Ой, что-то мне смешно с него. Врачи. Блин, где наш кончик откровенный? Ну вот, кстати, что мальчик тут хочет, абсолютно все понятно. Хотя, кстати, от него вайб бариста. Вот он написал, он из средней школы, как я говорила, средняя школа, это имеется в виду как раз таки тут, блин, я не знаю, вот средняя школа. 9 классов получается, но просто не знаю, тут я не видно, что было написано старшая школа. Поэтому я полагаю, что средняя школа, это имеется в виду вообще просто школа. У них тут вообще образование 12 лет. Не знаю, мне кажется, они не учатся там, средняя школа. Мне кажется, сразу там, это все-таки имеется в виду старшая. По крайней мере, по-нашему старшая. Так, Кристин в горах, в футболке. Ё-моё, стало холодно от одной фотографии, как говорится. 27 лет. Честно, я не понимаю возраст парней. Вот у них какой-то различие с 23 до 35. Вот в одно все. Ё-моё, как сел-то. Я с ним на волк, кажется, хожу. Судя по позе с первой фотки. Ладно. И рассказываю только мое личное впечатление от мальчика. Мое мнение могу высказать. Как бы не запрещено. Что у нас дальше? Тут там. Сонаэльс. Что это вообще? Ничего не понимаю. Слушай, что-то там. Что ты любишь? Слушай, что-то там, что ты любишь? Вот вопрос не задал. Пыталась учить Джоли. Первое слышу. Был послушный партнер. Ё-моё. Джузеппе пишет. Вот, кстати, мне нравится этот вопрос. Привет, как дела? Как погода? Азаза? А ты откуда? А ты отсюда? И все. Дальше либо давай встретимся. Чел, я тебя не знаю. Либо все. Ну, как бы диалог не особо. Давай чуть-чуть сменим нашу private обстановку. Так. Чукале, Чукала, Чукабой. Ой, Томас Гио. Вот сразу все понятно. Вот что это значит? Вот ладно, он огненный, любит веселиться, на тачке, мускулистый, типа, окей, ну, как по мне, не так, что прям явно. Что значит обнимающийся смайлик? Просто я работаю на удаленке, у нас этот обнимающийся смайлик, значит, типа, я тебя сочувствую, браток, давай я тебя обниму. Вот у нас вот такой вот знак. Ну, ладно. Я пока не знаю. Вот каждый раз, ладно, ему 26, а я когда вижу, что чуваку там 32, он такой, типа, я пока что не определился. И, конечно, понимаю, что у меня Славик Кор, но, чел, а когда ты планируешь определяться? Вот реально просто вопрос. А ты планируешь вообще определяться? Ладно, это просто странно. Просто есть вопросики. Ну, окей. Кевин. Господи, рекламы сколько? Никакой. Долгосрочный партнер, извините, это ребенок. Его ребенок, и чей ребенок, чей у нас тут? Ой, до свидания, моя нога. Что у нас тут есть интересного? Блин, где наша кончик? Где наша? Вот прям Armani Exchange. Вот компания, которую я не понимаю. Ей-богу. Ой, спина болит, спина зацекла. Извините, я пересяду как-то. Ой. Armani Exchange я не понимаю слова совсем. Вроде Армани, а вроде Exchange. Вот какой-то такой у них вайб. Ой, ладно, что у нас тут? Александра. Что у нас сравнение с бывшим? Ой, у меня нет слов от этих сравнений, вот реально. Второй раз не бежит, ладно. Ахмед. Лука. Популярное итальянское имя. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете про поводу этих мальчиков. Нравится вам, мне не нравится. У меня вкус вообще азиата, поэтому я смотрю очень просто на самом деле на них. Бали. Есть, кстати, в Италии Бали на юге, местное Бали. Я слышала, что часть людей хотят поехать на нормальный Бали, но придет на итальянское Бали. Не знаю, правда, неправда, но я думаю, итальянское Бали дешевле, чем обычное Бали все-таки. В общем, продолжаем с нового ракурса. Надеюсь, кадр будет поинтереснее в этот раз. И что я хотела сказать, это то, что очень много качков. Ну, это, наверное, плюс даже, чем минус. Но люди какие-то пустые.
Мне кажется, тут вообще личность не изучают, тут максимум на первой встрече, я не знаю, это просто способ знакомства, возможно, или как. Я честно не понимаю. Знакомился один чувак на улице, и да, ему было сколько, 33, он такой, типа, да, я живу там с батей, но я сейчас ищу дом, ищу, ну да, искать можно 40 лет еще. Не знаю, if Джезус, Крист. Имя Джезус, фамилия Крист. Так, бармен. Вот это я поняла, Эндрю. Ну, кстати, тут многие работают барменами и официантами, в этом есть какой-то смысл, потому что разница в зарплате, она небольшая. То есть офис-менеджер получает, грубо говоря, 2000 евро, а официант получает 1800 евро. И по факту получается, что смысл из официанта в офис-менеджера, он как бы отсутствует. Мануэль. Курим за компанию, в компании по выходным. Слов нет, одни эмоции. Амар, Хайям. Блин, марка, я не знаю, сколько марка на квадратный метр, вот честно. А у меня каждый раз вьетнамские флешбеки, извините, я не готова. У меня психотравма от одного имени. Мне некомфортно по одному имени. Что тут дальше говорить? Что тут происходит? Боже, это Ангела Меркель? Это он язык ей показал. Ладно. А вопросов ноль. Его золотой ротвейлер что-то там. Это отель, это что? Ну, чел, кстати, ездит много. Чел высокий. Такому любим, такому уважаем. При фотке я не знаю, откуда сделано. На основе твоих лайков сегодня. Это что за функция? Ой, лайкала. Так, извини, а давайте посмотрим, а кто вышел-то? Николас. Ладно. Мотоциклисты, я их не люблю. На основе чего это было? Моногамия, на основе того, что моногамия, на основе того, что не люблю чатить, на основе чего это вышло? Что я быкую. Супервайзер. Такие птички. Вот тут хорошо, в таком месте, в таком хорошем месте, я сижу в парке, на солнышке, птички поют. Дальше. Джорджо настанка, что-то устал. Стресс, что-то там, вообще ничего не понимаю. Но любит инвестиции. Ну, что тут сказать? Измаиля. Мне нравится имя Габриэль. Вон, что описание? Мета Сарда, что-то с волной. Мета Наполитану. Из Неаполя. Повар. А что? Очень, кстати, даже. Жесты внимания. 178. Ну да, неоднозначно. Тут больше интересно, вот что это за дети на фотках. Так, что датчанин? Таких мы уважаем, да. Кто живет в Копенгагене? Какое у нас расстояние? Блин, 1000 километров. Я надеюсь, в Копенгаген поехать, но, блин, это не скоро. Залетная птица на итальянский тиндер. Вот, кстати, достаточно типичный итальянец. Разбор типажей типичный итальянец. Любитель собак. Вот такая вот внешность, они обычно что-то квадравы, вот как на этой фотке, собственно. Давайте быть реальными. Мы просто ищем кого-то, чтобы початиться, посмеяться, провести время и путешествовать. Где не мое. Я предпочитаю создавать моменты, чем писать фигню. Nice. А что мешает создавать моменты и писать о себе описание? Причем мне нравится описание, где челу не нравится писать описание. Это мощно. Это реально мощно. Так, работает, отдыхает. Мои слова. Мой лексикон прекрасный. Так, что у нас тут? Рейка и Фамоза. Якопа. Тут у нас тут золотой ретвиллер. Вот, кстати, вот эта внешность тоже типичный итальянец. Вот как раз таки типичный северный итальянец, наверное. Они обычно еще такие кудрявые, вот, да. Вот типичная внешность. Таких вот куча. Вот идешь по городу, видишь таких вот как раз. Красавчиков не видишь таких.
Ой, и честно, вот глядя на эту картинку, я просто беру и пялюсь на воду. Какая красивая вода, какое красивое море. Вот это озеро Кома, я думаю, может быть, Лека. Я Лека не была, но, скорее всего, это озеро Кома. Итальянские горы, ну, вот это, конечно же, мы с вами уже знаем, это Амстердам. Да, все, мы все знаем, по фоткам определили. Матео с 31 сколько много путешествует, только он в школе работает. Это уважаемый гражданин своей страны. Лиам. Блин, вот честно, что-то я то ли голодная, то ли что. Ну вот я смотрю, думаю, вот задник какой. Я вообще часто смотрю на фотки, я просто смотрю, такая, блин, поза классная, какой классный задник, как классный свет стоит, какая классная идея для фоток. Вот я прям вот так вот. Кто о чем? Я о своем. Ой, кстати, не было сегодня фоток в квартире, в ванне. Вот мой самый любимый Марка, Ирина. Обожаю сидеть, как царь, давайте. Не знаю, что-то подбешивает сегодня. Я на пассивной агрессии. Что у нас тут? Baby a step. Ну вот эти качки нарциссичные. Вот мут Вероника Степанова. Ну реально качки нарциссичные. Вот даже по фоткам видно, как челу плевать на всех вокруг. Ну ей-богу, честно. Так, в Майами укатил Элли. Где он соло-тревелинг. Фотки с друзьями. Тоже настроение слов тревелинг. У меня тоже тревелинг через 2 дня будет. Так, что-то там. Ну, в Австрии, это что мне за иностранцы начали попадаться? Не иностранцы, даже местных нет. Что такое? Ника, 31. Хочет что-то новое попробовать. Ника, 31 только, уже устала от жизни. Так, Людовик. Я не смела, чтобы написать Дилану. Это странно. Уж извините, но что это значит? Как можно быть не смелым, чтобы написать описание? Ты просто рассказываешь о себе. Можно написать буквально 2-3 предложения. Там не нужно много. О, вот, начались мои любимые фотки. Фотка в зеркале. Это всегда имба. Всегда. Блин, я еще обожаю, когда сзади туалет видно. Это моя самая любимая. Что тут у нас еще? Очень большое описание, моменты. Финермо, Фалькоза. Наверное, он может сделать что-то тупое. Ну ладно. Сделать и сделать. Вианджи это путешествие. То есть, ну вот, у меня, кстати, тут большое такое вот описание подробное. Ищу персону, ищу человека. Для экспириенса путешествовать. Смотреть Netflix. Я, кстати, не люблю смотреть Netflix от слова совсем. Ладно. Смотреть меню. Аниме. Ну и, собственно, призыв свайп идти. 9 километров. Но это IT. Прикол, что на айтишник, но в Италии я знаю, что айтишники, они такие же ребята. Вот эти 200 евро разница от официанта. Вот вам и айтишник в Италии. Итальянцы многие едут, внезапно решила понять социальную проблему, но многие итальянцы едут в другие страны, как минимум Германия, Австрия, чтобы зарабатывать. Ну, это действительно имеет смысл, потому что, рада, что мы с вами сегодня провели время, посмотрели мальчиков итальянских. Пишите комментарии, рассказывайте о себе, о своем дне, о своем опыте, делитесь своим мнением и смотрите обязательно другие мои видео.